Из всех доступных платформ для игры в eFootball, ПК все еще остается той самой, позволяющей игрокам подстраивать игру под себя настолько, насколько это возможно. Ни на консолях, ни на мобильных устройствах такой возможности у игроков нет, чего не скажешь опять же про ПК. И несмотря на то, что я неоднократно делал уже подобные ролики, в которых рассказывал про разного рода модификации для eFootball на ПК, сегодня вновь предлагаю поговорить о них, потому что некоторые из них видоизменяются, появляются некоторые новенькие, но плюс-минус с тем же функционалом. Как бы то ни было, устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну и не забывайте также подписываться на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Если вам необходимо срочно пополнить свой баланс в Steam или же прикупить новую игру на свой аккаунт, но вы не знаете, где это можно сделать, у меня есть для вас решение. KupiCode — это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. У них самая низкая комиссия на рынке, и помимо пополнения, также на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны для нас в Steam. Раздел «Недоступны в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря KupiCode их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит в несколько действий, просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать «Оплатить». KupiCode не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Также через KupiCode можно пополнять казахстанские аккаунты Steam, а также другие регионы — Турция, Аргентина и так далее, по крайне выгодным ценам. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Ссылка в описании. Первый и самый базовый патч, который нужно установить всем игрокам, кто играет на ПК, это, естественно, патчи, которые добавляют и формы, и логотипы для всех клубов eFootball 2024. Таких патча 2, но я выбираю, как правило, только один из них, в частности, EVO Mod. Второй патч называется E-патч. По сути, это два одинаковых патча, они оба добавляют логотипы и формы для команд, но немножко отличаются по тем командам, кому добавили, кому не добавили, возможно, отличаются по качеству добавленных форм и логотипов. В общем, разница между ними есть, но все-таки неощутимая. Но, тем не менее, как правило, я выбираю EVO Mod. Отдельно обзор на него уже был на этом канале, подсказка выскочила в правом верхнем углу, и, по сути, с того момента ситуация с этим патчем особо не изменилась. Он все так же добавляет логотипы для всех команд, которые присутствуют в игре, добавляет формы для топовых чемпионатов, наподобие Испании, Италии, Англии, ну и так далее. Я не понимаю, по какой причине разработчики обоих патчей все еще игнорируют ту же американскую лигу MLS, поскольку у них также присутствуют интересные комплекты форм, но из всей американской лиги MLS форма присутствует лишь у Интер Майами, по понятным причинам. Что касаемо установки данного патча, то здесь все просто. Вам необходимо лишь заменить файлы, которые представлены в архиве с патчем. Но перед тем, как это сделать, не забудьте сделать бэкап этих самых файлов, которые находятся в папке CPK и в папке Pack. Сравнивайте файлы из архива, ищите их в основной папке с игрой, делайте бэкап и только после этого переносите и заменяете. На мое удивление, у eFootball достаточно много игроков, которые все еще ждут появления команд в оффлайне. И я сейчас говорю даже не про карьеру, а именно что про оффлайн матчи. И именно для этого небольшого оффлайн режима люди все еще ждут, когда появится команда. Но если вы играете на ПК, то ждать вам не нужно, поскольку есть отдельный патч, который разблокирует все имеющиеся команды в игре, и с его помощью вы можете сыграть в оффлайне за любую команду. Только стоит принять во внимание, что установив данный патч, вы не можете играть в онлайн, то есть у вас, скорее всего, будет вылетать игра, а как максимум ваш аккаунт и вовсе могут забанить. Правда, такого еще не наблюдалось, но рано или поздно это, наверное, может случиться, если использовать подобного рода патчи с разблокировкой команд и попыткой залезть в онлайн. Также стоит отметить, что эта модификация также разблокирует FPS в игре, то есть снимается ограничение кадров, и игра должна стать чуть более плавной, нежели она была в оригинале. Помимо того, что разблокируете все команды для товарищеских матчей, вы также еще и разблокируете FPS. Для установки вам также необходимо заменить файлы в папке CPK и заменить оригинальный экзешник. И по аналогии с предыдущим патчем, вам также нужно сделать бэкапы этих файлов, чтобы, если что, если вам надоело играть в оффлайне, вы могли откатиться и, скажем так, этот патч убрать. Поэтому делайте бэкап оригинального экзешника, представленных файлов, и можете их заменять.
Также еще одна необходимая утилита для игры в eFootball на ПК — это программа, которая позволяет разблокировать количество FPS в игре и также немножко повысить графику. Суть этой программы проста: вы добавляете ее экзешник в папку с игрой, там где находится экзешник самой игры, запускаете от имени администратора, проставляете галочку напротив отмены ограничения кадров, выставляете галочку напротив использования функции VSync, подтверждаете и заходите в игру. И с этого момента у вас отсутствует ограничение кадров, графика должна стать чуть лучше, а соответственно должен и улучшиться так называемый experience от игры в eFootball. Но эту программу стоит использовать, если вы не используете какие-то дополнительные патчи наподобие вот предыдущего, который разблокирует все команды в оффлайне и вместе с этим разблокирует FPS. В таком случае программа с разлоком FPS вам не нужна. Но если вы играете в eFootball только, например, с патчем EvoMod или E-патчем, который добавляет графику для логотипов или форм, то подобная утилита будет очень даже полезной. Ну и два оставшихся патча я решил объединить под одну категорию. Первый патч удаляет болельщиков с трибун, тем самым позволяя оптимизировать игру дополнительно, и заодно также разблокирует FPS. То есть вместе с этим патчем ранее упомянутая утилита для разблокировки FPS вам не понадобится. А поэтому, если у вас достаточно слабый ПК, но тем не менее вы как-то умудряетесь играть на нем в eFootball, вы можете в лишний раз себе облегчить жизнь, убрав болельщиков с трибун и также заодно разблокировать FPS, за счет чего количество кадров очевидно повышается и игра становится чуть комфортнее. Что ж касаемо второго патча, то он уже не столько про оптимизацию, сколько наоборот, на нагрузку вашего компьютера. В частности, это модификации, которые позволяют, скажем так, улучшить графику в eFootball. Конечно, кардинально она не меняется, но при этом повышается контрастность, разблокируются некоторые настройки графики, которые, скажем так, позволяют выкрутить максимум из этой игры на ПК. И есть также два подвида таких патчей. Это среднее увеличение графики, скажем так, для средненьких компьютеров, как-то ни странно, и ультра повышение графики. То есть это прям вот для компьютеров, которые прям топовые, но при этом почему-то те, у кого топовый ПК, решили сыграть в eFootball. Очевидно, что если у вас средненький ПК, то тоже патч с ультра графикой вам особо не подойдет. Точнее, подойдет, но игра будет подлагивать, даже несмотря на все попытки в ее оптимизацию путем снятия ограничения на FPS и прочих подобных фокусов. Ну и в принципе, на этом у меня все. Я рассказал о всех модификациях, которые так или иначе могут улучшить вашу игру на ПК, ее хоть как-то немножко, но оптимизировать и в потенциале улучшить ваш игровой экспириенс. Если этот ролик оказался полезным для вас, то, как и всегда, не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх, так я пойму, что он, ну и вправду вам оказался очень даже полезен. Если вы на этом канале впервые, то, конечно же, подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Ну а на этом же у меня все. Желаю вам всем удачи с установкой тех или иных дополнений, ну и, соответственно, приятной игры. До скорых встреч!